Ботокс приобрел в последние годы огромную популярность в индустрии красоты. Однако не все знают, что в безобидном, казалось бы, препарате скрывается смертоносный токсин, способный вызвать одно из самых коварных и опасных заболеваний, которое приводит к прогрессирующему параличу и к смерти от остановки дыхания, а именно ботулизму. При отсутствии кислорода бактерии Clostridium botulinum вырабатывают сильнейший нейротоксин, способный воздействовать на нервную систему человека. Свое название яд получил от латинского слова botulus – колбаса, так как первые случаи отравления были связаны с употреблением колбасных изделий еще в середине 17 столетия. Более подробнее смотрите в видео по подсказке сверху. Первое детальное описание клинической картины ботулизма принадлежит доктору Юстусу Кернеру из Вюртемберга. На основании наблюдений он описал симптомы ботулизма: рвота, диарея, двоение в глазах, неустойчивая походка, затруднение глотания, а в поздних стадиях паралич, бессознательное состояние, судороги и остановка дыхания. Доктор также предположил, что чрезвычайно малые дозы токсина могут быть полезны в лечении гиперкинезов, таких как пляска святого Вита, она же хория Гентингтона. Исследователь Алан Скотт первым испытал ботулотоксин на животных в 1973 году, а затем возглавил небольшое исследование на людях в 1978 году. Результаты по использованию ботулотоксина в лечении косоглазия стимулировали целую серию исследований по использованию ботулотоксина по другим показаниям. Позже ботулотоксин был одобрен для лечения косоглазия, лицевого гемиспазма и блефароспазма в декабре 1989 года. Уже тогда некоторые врачи, лечившие пациентов ботулотоксином, заметили интересный побочный эффект. В областях инъекции на лице происходило чудесное исчезновение морщин, например, межбровных складок на лбу или складок в уголках рта. Пациент таким образом не только избавлялся от спазма, но и обретал более молодое лицо. Вскоре на прием к врачам-невропатологам все больше стали приходить обеспеченные дамы в возрасте за 50, которые были готовы рисковать всем ради того, чтобы хотя бы на время стать моложе. Однако лишь в 2002 году одобрили применение ботокса в косметологических целях для устранения мимических морщин на лбу и вокруг глаз. С этого момента началось триумфальное восхождение ботокса на вершину успеха. Дошло до того, что в США эта процедура стала настолько популярной, что ее предлагали чуть ли не на каждом шагу – в косметических салонах и даже в спортивных клубах. В Европе и России наряду с ботоксом применяют препарат Dysport. В настоящее время известно 7 серотипов ботулотоксина, схожих по первичной и третичной структуре и по функции. Разные серотипы имеют разную эффективность и продолжительность действия. Ботулотоксин А является самым мощным, и именно серотип А шире всего применяют в терапевтических целях. Препараты на основе ботулотоксина А успешно применяются не только в косметологии, но и в лечении дистонии, мигрени, детского церебрального паралича, гипергидроза, вегетативных расстройств, таких как слюно- и слезотечение и риниты. Замечено благотворное влияние инъекций с ботулотоксином на ускоренное заживление ран без образования грубых рубцов по краям. В косметологии, в отличие от филлеров на основе гиалуроновой кислоты, эффект от которых проявляется незамедлительно, для препаратов на основе ботулотоксина потребуется некоторое время. Как правило, результат инъекций можно оценить через несколько недель, а действие токсина сохраняется от полугода и больше. Это зависит от индивидуальных особенностей организма пациента. Очевидное преимущество уколов ботулотоксина в том, что мышцы лица со временем привыкают находиться в неподвижном состоянии, и мимика перестает быть активной в дальнейшем уже и без применения препаратов. Это способствует сохранению гладкой и красивой кожи без морщин и складок. Дозы ботулотоксина, вводимые во время косметических процедур, очень малы. В несколько раз меньше применяемых в медицине и в сотни раз меньше летальной дозы. Все, на что хватает этого количества токсина, это расслабить мышцы, лежащие вблизи места инъекции. Шанс заболеть ботулизмом, а тем более умереть после косметической инъекции ботокса, ничтожно мал. Однако ботулинический токсин может распространиться за пределы инъекции и вызвать ряд неприятностей. Токсин не запрограммирован именно на борьбу с морщинами, он просто расслабляет все мышцы вблизи инъекции. Если яд просачивается туда, куда его не планировали вводить, эффект может оказаться неприятным.
Например, после инъекции, сделанной в межбровную область, яд может попасть в мышцы верхнего века, которая на ближайшие 2-3 месяца останется полуоткрытым. Глаз нельзя будет ни открыть, ни закрыть полностью. Другим осложнением является опущение уголка губ, что приводит к трагическому выражению лица и слюнотечению. Также возможна асимметрия лица из-за неравномерного расслабления мышц на правой и левой стороне, трудности с глотанием и хриплость голоса. Решившись на инъекции ботулотоксина, самое важное – обратиться к проверенному и опытному специалисту, чтобы результат процедуры оправдал ожидания, а не стал причиной серьезных проблем со здоровьем. Все же процедура проводится с использованием опасного токсина. При строгом соблюдении инструкций, правил введения и дозировки эффект от уколов действительно впечатляющий, так как позволяет избавиться не только от морщин, но и многих других неприятных недугов на довольно длительный период времени. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Всем пока!